Я приветствую вас, представители знака зодиака Водолей. Таро-прогноз. Март 2025 года. Что откроется, что прояснится, секреты марта и ключи судьбы. Давайте зададим вопросы карт, чему нужно уделить внимание. И помним, конечно, жизнь не бывает полностью предсказуема. И будем добрее к самим себе, милосерднее. И если в прежний какой-то период у нас не получилось что-то осуществить, это не значит, что в дальнейшем у нас это не получится. Мы делаем выводы, какую-то работу над ошибками и идем дальше. И жизнь наша, она как раз, наверное, сегодня, на сегодняшний день состоит из массы неожиданностей. Нам довелось с вами жить в эпоху перемен. Тысяча каких-то неопределенностей, непредсказуемостей. Но эти перемены, они где-то меняют нас тоже, заставляя адаптироваться. Девиз 2025 года – именно адаптация. И давайте через карты Таро рассмотрим один из альтернативных вариантов с позиции позитивной психологии. И будем реалистами, любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Или сумеете рассмотреть вашу ситуацию с другого ракурса. Итак, 3 карты. Чему вам нужно уделить внимание, по мнению карт? Может быть, это какие-то предпосылки последующих перемен, как знаки судьбы, что вам нужно рассмотреть, что откроется, что прояснится в марте. Далее у нас идут 2 карты. Осуществится ли ваше желание или исполнится ли задуманное? И у нас будут 2 карты, вы можете выбрать одну. Или вы можете выбрать 2, если разные темы. Или темы разбить, допустим, по периодам, по времени. Допустим, один срок вы одной карте зададите, и другой срок на другую загадаете, задумаете. Слушайте свою интуицию, что она вам подсказывает. Следующая карта неожиданности. Ваши достижения, работа и деньги. Сфера любви и личной жизни. Давайте будем узнавать. Ну, наверное, можно уже завершать наш прогноз. Карта императрицы – это в целом благополучие. Это ваш статус. У кого-то статус может быть через личную жизнь. И, мои дорогие девочки, сообразно возрасту и вашим намерениям и целям, для кого-то я жду ребенка. Такое может проигрываться. Но это в целом еще и вопросы, если мы говорим статус и денег, и вашего местоположения в обществе, вашего статуса, может быть, через работу. Мои дорогие мужчины, это может быть очень важная женщина в вашей жизни. Руководитель, мама, супруга, любимая женщина, кто угодно. Но для всех абсолютно эта карта будет говорить о лояльности, в первую очередь о дипломатии, потому что императрица, она способна со всеми договориться. И, наверное, через общение к вам тоже приходят новые возможности или усилить собственные позиции. Для кого-то будут вопросы дома по этой карте проигрываться, или вопросы, связанные с детьми. Такое тоже могу допустить. Но по этой карте мы надеемся сами на себя. И императрица плодовита. И не только буквально, как я уже сказала, но еще и на свои планы. Или какие-то инсайты творческие, и она сможет это осуществить в жизни. Но каким образом? С одной стороны, надеемся, повторяюсь, на самих себя, с другой стороны, и, может быть, какой-то план вам нужно продумать. Эта карта может символизировать взаимоотношения с родственниками, ближайший какой-то ваш социум, когда именно вы занимаете лидирующие позиции. Ну, одна из самых благополучных карт в колоде Таро. И поэтому чему нужно уделить внимание? Вашему, как и имиджу, вашему статусу, вашим достижениям, или то, что вы хотите в последующем осуществить, или если вопросы дома, недвижимости, значит, в марте месяце максимально благоприятный период прояснить какой-то вопрос, или этому уделить внимание, и быть готовым к неожиданностям. Рыцарь жезлов – это всегда неожиданности, это карта еще и скорости. И рыцарю жезлов любой драйв, но лишь бы не стоячее болото. Я всегда об этом говорю, потому что он отправляется как в путешествие. И вы можете тоже продумывать какую-то поездку. Или далекий переезд, или, может быть, ближних дорог у вас в марте будет много, потому что вам нужно провести какие-то согласования.
Очень часто по этой карте у нас появляются возможности заключить какие-то важные договоры, соглашения или подписать важные бумаги. И для этого нам нужно не терять времени даром. Кое железо пока горячо. И причем то, что вы себе задумали, загадали, это нужно делать со своеобразным темпом. Здесь может и приходить какое-то известие, может быть, телефонный разговор или буквально какая-то бумага или сообщение, когда вам подтверждают, что да, вот какое-то дело нужно именно сейчас проворачивать или делать, осуществлять, согласовывать, а потом это будет поздно. Вот, может быть, и таких ситуаций будет не одна в течение марта, но есть какой-то смысл, есть то, что вы себе задумали раз, и словно пространство откликается на ваши желания, мои дорогие водолеи. Но кое железо пока горячо, это да. Ух ты! А вот смотрите, у вас трансформация. Я надеюсь, все правильно понимают 13-й аркан, что это не про смерть. Так в этой колоде называется перерождение. Это как возрождение, можно сказать. И нет облика у этой карты. Нам показана лишь звезда далекая. Это как цель, намерение, мечта, назовите как угодно, к которой вы движетесь. И это меняет и вас самих, и ваш статус. Мои дорогие водолеи, что-то вы тут такое интересное задумали. Это факт. И это сопряжено причем с тем, или для большинства, может быть, из вас, когда вы готовы от чего-то даже отказаться. Ведь всегда по 13-му аркану мы прощаемся с прежним этапом жизни или завершаем его. Поэтому время взвешенных решений и стратегии, и тактики. И вам пространство помогает. Может быть, прежде вы не могли от чего-то отказаться, а здесь вам будет легко. Вы скажете, что-то у меня не осуществилось. А в марте месяце вы скажете, оно не осуществилось, и ладно, мне все равно, теперь это для меня не имеет значения. Вот что-то такое, где-то на воодушевление, не без этого, вам будет расстаться легко. Может быть, с людьми, которые прежде, вы видели патовую ситуацию и, может быть, даже думали, нет, я не могу жить без этого человека. У кого-то так может проигрываться. Вы здесь как меняйте ракурс своих интересов. Перестраивайтесь совершенно на что-то другое. Кто знает, может быть, и февраль, и январь где-то вас уже подвел к этому итогу. Но то, что вы хотите, или чем хотите заниматься, или то, что вы себе задумали, это не есть какой-то сиюминутный, вот такое, знаете, желание, инсайт или импульс просто. Нет, тут уже идет продуманность действий, когда вы себе не должны навредить, кстати. Что откроется, что прояснится? А вы будете видеть, что вам словно пространство помогает. Колесо фортуны, сама фортуна. И правда, медлить в некоторых вопросах нельзя, но баланс держать придется. Наша девушка словно танцует на цыпочках на вращающемся колесе. Казалось бы, это сделать невозможно. Какой-то квантовый скачок вы сумеете сделать, мои дорогие водолеи. У кого-то это может напрямую касаться переезда или какой-то поездки. По колесу фортуны это часто проигрывается как какой-то шанс, и мы берем буквально этот шанс. Мы не оставляем что-то на потом. Для кого-то из вас его величество случай, когда вы буквально цепляетесь за этот случай, за эту возможность, и это может проигрываться в любой сфере жизни. И решаетесь на что-то. И значит, нам и первые-то карты об этом сказали. Но я могу тогда предположить, если что откроется, какие-то возможности новые откроются. И если вы выбираете правильное направление, то тогда вам пространство, Вселенная, высшие силы просто помогают. И помогают, может быть, тем путем, когда нужные двери открываются, или как вы встречаете нужных людей, которые, как способствуют, содействуют вам решить тот или иной вопрос, или закрыть, может быть, какую-то и тему навсегда, так тоже может проиграться, или куда-то поехать, или вы находите нужную информацию, как оформить либо тот или иной документ или важную бумагу, но сама по себе возможность и удача присутствует в колесе фортуны. Что открывается, что единственная какая-то может быть возможность именно теперь кто-то из вас будет так видеть, и вы не захотите эту возможность упустить. По королеве чаш это может быть и личная жизнь, это может касаться любви. У нас впереди аркан императрицы, и здесь тогда будет все важно. С одной стороны, будут важны и деньги, и имущество, или, будем говорить, деньги на имущество, или на ваш дом, место вашего проживания.
Вот такие согласования вы уже можете проводить или искать нужную информацию, смотря у кого с чем это будет сопряжено. Безусловно, карта королева чаш – это карта любящего человека, поэтому может быть и любовная какая-то история. 3 старших аркана, мои дорогие водолеи, а всего арканов 5. И я могу с уверенностью сказать, что высшие силы или обстоятельства, или назовите это как какая-то ситуация, вам, ну, буквально помогают. Давайте мы откроем, получится ли у вас осуществить желание. Да. И если это желание касается личной жизни, может быть и переезда, или встречи с любимым человеком, соединение семьи, может быть, если вы на расстоянии, или отношения какие-то, когда вы встречались какое-то время, знали друг друга, а теперь вы задумаете жить вместе. Или десятка пентаклей, какой-то денежный вопрос, вы тоже сумеете решить. Какие-то согласования по бумагам. Да нет ничего невозможного по десятке пентаклей. Действительно, два. Второй вариант. А вот по второму варианту будь готов к тому, что будет какая информация сбивчивая. По пятерке жезлов информационного хаоса карта. Я ее всегда так называю. То есть мы можем действительно столкнуться с какой-то противоречивой информацией. И наша задача не отказаться сразу, а словно вычленить что-то единственно правдивое. И быть внимательным к информационному потоку. И где-то, может быть, эта карта говорит, что не все будет складываться гладко. Или вы можете столкнуться с человеком, который, ну, тут не совсем на него можно положиться. Есть такой момент, который присутствует по пятерке жезлов, если мы переводим, ну, просто на характеристику людей. Когда вам он что-то пообещал, он или она, неважно, я имею в виду, человек обещает, но он точно так же может и отказаться от своих слов или намерений. Поэтому по этой карте мы рассчитываем сами на себя. И у кого-то необходимость как поиска этой информации достоверной, или, может быть, на какой-то период жизни вы вынуждены контактировать с конкретным человеком. По этой карте нам не говорят, если мы спросили, сбудется ли желание однозначно. Поэтому давайте я дополню несколько. Не говорит карта, что да, не говорит карта, что нет. Говорит лишь о том еще, что тебе придется пройти какой-то путь неопределенностей. И что же будет в конце? Надейся сам на себя. И если какая-то перед тобой стоит такая высокодуховная цель, или цель как всей жизни, намерение, мечта, то тогда ты пройдешь этот путь даже в одиночку. И несмотря на какие-то, ну, может быть, мнения людские, или на сбивчивую информацию, на противоречивые сведения, и несмотря даже на людей, которые утром обещают, к вечеру о нас забывают, но вот эта сильная позиция по отшельнику в том, что вам лично никто не мешает. И не надейся на людей, говорит карта, надейся на себя. И тогда ты этот путь пройдешь. Да, это не будет быстро, это правда. Потому что отшельник идет медленно. Он вынужден подмечать какие-то нюансы. Иногда по этой карте мы хотим уйти вот в этого отшельника, потому что мы устали от какой-то прежней, может быть, деструктивной ситуации, может быть, от деструктивных отношений. Мы устали от каких-то ограничений, может быть, или тысячи каких-то перипетий, которые для нас создают, ну, клубок неразрешимых проблем. И вот эта усталость иногда, нам ведь сказали, посмотрите, первый аркан императрица, когда хочется и себя сохранить, или в своей жизни совершить что-то очень важное для себя. И вот по второму варианту кто-то из вас может загадать вот именно как дело всей своей жизни. Или как вот я куда иду, к чему стремлюсь, или на что-то решиться. И тогда, если вы действительно вот на себя самого или саму надеетесь, то нет ничего невозможного, потому что реально вам никто не будет мешать. То есть какие-то препоны ставить. Но хаос вокруг вас некоторые будет. К этому нужно быть готовому. Ведь отшельник – это у нас мудрец, который распутывает буквально какие-то сложные ситуации или знает ответы на все вопросы. Но, видимо, ваша сильная позиция, где-то интуиция, даст вам возможность осуществить то, что до вас не делал никто или, может быть, малое количество людей.
Вот по второму варианту не все так просто. Неожиданности. Ваша победа. Вы действительно добьетесь, чего вы хотите. Ну, победа, конечно, у каждого по-своему. У кого-то будет, ну, что-то более такое бытовое или из разряда ежедневных каких-то побед или свершений. А для кого-то это будет как по аркану отшельника. Вот это победа, это правда. Но я должна сказать, в марте высшие силы вам как подыгрывают или открывают вам нужные врата. В нужном месте зеленый свет у вас будет загораться. Или нужных людей вы будете встречать, нужную информацию. Здесь действительно что-то одно за другим, пусть и постепенно, но складывается в красивый узор. Сфера ваших достижений и денег. Ну, по двойке жезлов нам здесь говорят, будь аккуратен с деньгами, потому что в ближайшее время какой-то суммы не предвидится. Или, может быть, предвидится, но в рамках того, что было до этого времени. По этой карте нет прорыва, мы будем говорить. Может быть, для того, чтобы осуществить как раз ваши достижения или какое-то намерение, вам и нужно какой-то предварительный этап пройти, согласований. Или, может быть, какую-то поездку, вот я такое могу предположить, с учетом рыцаря жезлов, подписать какие-то важные бумаги, документы перед тем, как приступить к какому-то делу. Двойка жезлов – это еще такой своеобразный выбор, когда мы где-то оглядываемся назад, и перед тем, как решиться на что-то, мы проигрываем многократно разную ситуацию в разных, может быть, с разными людьми. Или мы пытаемся просчитать наперед, на пару шагов вперед, как это сложится, например, или как мне действовать. Если я буду действовать, допустим, одним образом, что я из этого могу получить, или на что я могу надеяться. А если сложится другая ситуация, то тогда как это будет развиваться. Вот есть еще некоторые сомнения, неуверенности. Стоит ли этим делом заниматься? Стоит ли идти вот в этом направлении? Но по части денег я уже сказала, а, видимо, по части ваших достижений. С одной стороны, карты говорят, что есть прямо целая какая-то круговерть вопросов, которые вы можете согласовать в марте. Но, может быть, карта говорит, вот как по аркану отшельник, пусть это на второй вариант, и, возможно, не все загадали, но, тем не менее, она выпадает. Вот есть какая-то задумка, и вам тогда ее нужно детализировать, не надеяться на авось, оттолкнуться где-то от прежнего опыта и в некоторых нюансах не торопиться. Что же личная жизнь тогда нам скажет? Вот смотрите, есть неопределенность. Всегда двойка – это наши сомнения. Или по двойке мечей это некоторый тупик. Может быть, прежде какой-то был тупик у вас не удавалось решить какой-то вопрос. А теперь в марте у вас как зеленый свет, я сказала. Но где-то вот эти эмоции из прошлого, они вас, или ваш опыт, или то, что у вас не получилось осуществить, может добавлять вам сомнений. Открой глаза, нам говорит карта. Поэтому выход из тупика из какого-то должен быть. И по части личной жизни тоже. Или решить какой-то вопрос вы должны. Но для этого нужно быть реалистом. И, кстати, по сфере достижений. Здесь недостаточно как будто энергии, мои дорогие водолеи. Вам нужно, как я сказала, детализировать какой-то план. На эмоциях далеко не уедешь, на желании тоже. Как будто вот эта девушка смотрит в окно, но она бездействует. Тут нужно переходить к каким-то действиям, но и в то же время просчитать опять же. Здесь не должно быть какого-то риска. И с другой-то стороны, по аркану 13-му есть то, что мы не можем ускорить, потому что все идет своим чередом. Трансформацию невозможно ускорить, как возрождение тоже. Эта победа зависит от того, что вы принимаете важное решение и завершаете, может быть, вот эту неопределенность, как и по части вашего творчества, развития, достижений, вашей работы, так и по части личной жизни. Вы действительно делаете какой-то выбор, причем очень важный выбор в своей жизни. Будьте реалистами, мои дорогие водолеи, потому что в прошлом оно уже само пытается от вас оттолкнуться. Но перед тем, как сделать или совершить последующие шаги, все же какая-то детализация для вас совершенно необходима. Необходимо быть реалистом. Может быть, нам карта и говорит, ты что-то должен продумать или должна продумать, чтобы себе не навредить. На кону
ваше благополучие, ваше счастье. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.